Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто не знает, меня зовут Виктория. Сегодня у нас будет распаковочка вот этого аромата. Это просто моя новая любовь. Аромат я купила, когда еще была в Питере. Я купила его в Ревгоше за 5962, по-моему. И я хочу сказать, что таких цен, нет нигде в мире, потому что я смотрела на официальном сайте Тома Форда, во многих интернет-магазинах. Нет, такая цена только в Ревгоше. С этим ароматом у меня есть небольшая история. Я покупала пробник еще весной. У меня были затесты, я где-нибудь присоединю видео, и мне аромат вообще не понравился. Он на мне открывался какой-то нотой, такой, знаете, еды, вот так бы я назвала. Прям не нравилось. Кокос рассолит, какая-то нота еды. Я не знаю, что придавала. Фисташки с кардамоном и с перцем. Я не знаю, что придавало именно вот это вот ощущение. Но мне было неприятно. Но я когда переезжала... Когда я переезжала в Испанию, собирала все свои парфюмы и нашла пробник Soleil Blanc, Eau de Soleil Blanc, это Eau de Soleil Blanc, я нанесла на себя, и я просто обалдела. Я думаю, как так? Сам аромат про лето. У него есть такие оттенки крема для загара, цитрусы в верхних нотах, тубероза, иланг-иланг, в базе кокос, который рассолит, бензоин, амбра, ваниль точно есть. Такая сладкая база. И в принципе, я говорю, аромат как будто бы летний. Но он так красиво открылся зимой. Удивительно. Цитрусы, сладкие, вкусные, сочные цитрусы, апельсиновый цвет, тубероза, сливочная тубероза, красивейшие белые цветы. Иланг-иланг идет оттенком. И кокос почему-то рассолит, я не знаю, раз в 5 меньше. В общем, я нанесла аромат на себя, тогда еще в пробнике, и поняла, что я не хочу с ним расставаться. Я просто этим ароматом стала пользоваться, и у меня было ощущение, у нас, кстати, в Питере тогда был мороз, вот как раз были такие минус 20, наверное, если не больше. Температура была, и я наносила этот аромат. Господи, какие красивые белые цветы, сливочная тубероза с оттенками апельсинового цвета, чуть-чуть вверху мандаринов, апельсинов, там есть апельсин, и никакой тебе вот этой ноты еды. Я была счастлива. И, друзья, что меня больше всего поразило, у меня вот есть такая дымка для волос от Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge 540. И эта дымка потрясающе сочетается с вот этим ароматом. Я, соответственно, аромат наносила на себя, дымку на волосы. И это вместе просто космос. Это космический какой-то аромат. Никогда, я вообще не фанат смешивания ароматов, потому что я думаю, что если парфюмер там все как-то соединил, уравновесил, так тому и быть. Воспринимаем это вот цельно, да. Но это сочетание просто потрясающее. Тут вроде бы белые сливочные цветы с оттенком крема для загара, с цитрусами, с мандарином. А здесь вот эта вот сладость в начале, фрукты, вот именно в дымке есть фрукты, и еловая база, ель. Там в самом парфюме там еловая смола. Здесь немножко она по-другому ощущается, но тоже есть. И вот они вместе просто как будто созданы были друг для друга.
Я считаю, что Eau de Soleil Blanc — это такая категория ароматов, я лично ее выделила. Это ароматы про лето, но для зимы, для прохладной погоды. Я не смогла весной носить, но вот сейчас я в Испании, и здесь плюс 15 это максимум днем, и ночью вообще довольно прохладно. И вот здесь он тоже прекрасно открывается, вот в такую температуру. Но, конечно, на морозе это была просто сказка. Я удивлена. В общем, это теперь для меня вообще зимний аромат. И, друзья, что хорошо, что мне еще в нем нравится. Его можно носить каждый день, можно носить куда угодно. Он никого не задушит, он никого не будет раздражать. Он стойкий, очень стойкий. У него шлейф где-то 1-1,5 метра, но вот шлейф такой, который, я считаю, допустим для использования даже вот при работе в офисе, да, при тесном контакте. Аромат, он так ведет себя, он затихает, знаете, когда вы там сидите, руками не размахиваете или волосами, аромат затихает, но при движении ощущается шлейф. Легкий, белоцветочно-цитрусовый, такой шлейф для ношения на каждый день. Минута отдыха в какой-то повседневной рутине. Я как раз, в пробник тогда еще, да, у меня был, я как раз бегала по делам перед отъездом, у нас было очень много дел, и вот этот аромат, он был со мной. Он просто создавал такое немножко успокаивающее настроение. Он напоминал о том, что будет спокойное время, будет отдых, будет веселье, но при этом он не кричал и ни к чему не обязывал. Такой повседневный аромат про праздник, про лето, зимний про лето. И я думаю, что вот это сочетание, оно не часто в ароматах встречается. И для меня это... Я когда-нибудь сделаю это видео про ароматы на каждый день, ароматы в офис. И вот я бы туда выделила все-таки не все подряд, да, не просто какие-то ненавязчивые, а такие, которые могут дать, это модное слово, оно просто избитое, друзья. Я знала это слово, пока оно еще не было мейнстримом. Оно может дать ресурс. Этот аромат может дать, напомнить о ресурсном состоянии. Извините меня за эти выражения, но я правда их еще употребляла до того, как они стали мейнстримом. Вот такой чудесный, прекрасный аромат. Я очень рада, что у меня рука потянулась к этому пробнику, не знаю почему. И в итоге оказалось, что это просто моя любовь. Парфюм, я пробовала еще парфюмерную воду, да, это же получается туалетная. Парфюмерная, она послаще, она более сливочно-туберозно, белоцветочная. Я думаю, что вот она на зиму, возможно, еще лучше. Возможно, но мне понравились именно еще такие цитрусовые, сладкие, бодрящие ноты этого аромата. Он для меня заряд энергии. Все, друзья. Вот такая распаковочка. Такой у меня новый любимый аромат. Я вообще не могу из него вылезти. Просто я так ждала эту распаковку, потому что я его купила в Питере, сюда привезла в Испанию. И только вот сейчас нашлась минутка спокойно его распаковать. Но пробником я просто до последней капельки пользовалась. Такое вот бывает со мной не часто, особенно когда аромат сначала настолько не зашел, а потом настолько я в него влюбилась. Такое вообще для меня редкость. Все, друзья. Поэтому, кстати, вот еще я для себя нашла такое правило, что ароматы надо пробовать в разные сезоны. Неожиданное раскрытие может ждать вас вот тогда, когда вы не предполагаете, да, Eau de Soleil Blanc вдруг зимой в морозы стал красиво звучать. Надо пробовать, на себе носить и не делать какие-то необдуманные поступки. Хорошо, что я его тогда весной не купила, а то бы он у меня стоял. А сейчас, возможно, я его
У меня всего 30-очка. Возможно, я его даже успею до конца зимы использовать. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик. Всех целую, всем пока.